Добрый день. Уважаемые участники, рада приветствовать вас на нашем вебинаре. Прежде чем мы сейчас начнем, предлагаю проверить, как нас слышно, как видно сейчас будет. Да, вот Анастасия уже подключается. Пожалуйста, поставьте плюсики в чат, если все хорошо. Запись вебинара будет обязательно. Отправим всем участникам, кто прошел регистрацию. По ходу вебинара у вас будут возникать вопросы. Вы можете их оставлять либо в чате, либо во вкладке «Вопросы-ответы». Спикер уже по ходу вебинара или в конце будут отвечать на них. В принципе, организационные вопросы обсудили. Плюсики вижу. Спасибо огромное. Уважаемые спикеры, передаю вам слово. Мы можем начинать. Здравствуйте, меня слышно? Итак, сегодня я с радостью хотела бы продолжить нашу серию вебинаров с пользователями Larix Manager. И сегодня мы поговорим на тему, как спасти задание на проектирование и пройти экспертизу с цифровыми информационными моделями. Ценность данного вебинара заключается в том, что мы пригласили Михаила Ежакова, представителя государственной экспертизы Ханты-Мансийского автономного округа ЮГРЭ. И он поделится базовыми ошибками, с которыми он сталкивается чуть ли не каждый день, проверяя непосредственно модели. Но хотелось бы немножко рассказать пару слов, предыстория, как родилась идея для данного вебинара. Я довольно часто хожу на конференции и на какие-то отраслевые мероприятия, где у нас такой нетворкинг специалистов. И часто звучит вопрос. Вот я проектировщик, делаю цифровую модель, передаю заказчику, передаю ее в экспертизу. А смотрит ли ее кто-то вообще? Для чего я это делаю? И благодаря тому, что наша команда Larix активно сотрудничает с экспертизами, как государственными, так и негосударственными, я могу с уверенностью сказать, что эксперты смотрят. И более того, вот даже взять питерскую экспертизу, у них даже есть свой телеграм-канал, где видно, что они еще и популяризируют технологии, рассказывают про формат AFC. Московская экспертиза, они сейчас, например, ведут пилот по отработке и выработке требований к моделям. Но также и самое важное, что в экспертизах сейчас появляются BIM-отделы, где есть квалифицированные специалисты, которые могут проверять цифровые информационные модели. И более того, уже сейчас эксперты используют современное ПО, например, Larix Manager для сборки модели, ее проверки, и решают один из самых важных сценариев использования моделей– это повышение качества проектной документации. И хотела бы пригласить всех желающих популяризировать также лучшие практики. Я уверена, что это не последний наш вебинар с заказчиками или экспертами. Давайте делиться и показывать, что ЦИМ нужна и как мы ее используем, и на что нужно обращать внимание. По QR-коду можно перейти и запросить демо-доступ. Также сделаю акцент, что для экспертиз государственных у нас есть специальные условия, о которых вы узнаете лично. А теперь с удовольствием передам демонстрацию Михаилу. Добрый день. Добрый день. Михаил, не могли бы немножко рассказать вот про ваш отдел? Я так правильно понимаю, что вы занимаетесь непосредственно цифровыми информационными моделями. Как вы взаимодействуете с коллегами, которые проверяют документацию? Взаимодействуете ли? Как настроен у вас такой процесс? Ну, отдельного отдела у нас пока что нет в организации, э, именно BIM-отдела. Я нахожусь в отделе подготовки, сопровождения и выдачи заключений. Также я аттестован на направление деятельности Минстроем конструктивное решение. То есть изначально я инженер по специальности ПГС. Вот. И было принято решение руководства выделить отдельного человека, который будет рассматривать цифровые информационные модели, чем я, собственно, и занимаюсь. Вот. Мгм. Сейчас мы проходим такую стадию, что одного специалиста все-таки маловато для того объема информации, который к нам поступает в организацию. Занимаюсь обучением второго человека. Скоро мы будем вдвоем рассматривать объекты. Здорово. Да. Михаил, не могли бы еще подсказать, хотелось бы начать вебинар с такой сначала, на основании чего вы вообще можете выставлять замечания, на какие нормативные документы вы ориентируетесь? Да.
А Я подключите могу презентацию? презентацию, да. Да, давайте. Так, видно? Да. Тема моей презентации – это опыт проведения экспертизы проектной документации. Секунду. Так, какие нормативные акты мы используем при рассмотрении документации? Первое – это два у нас основных федеральных закона. Это Градостроительный кодекс Российской Федерации, в котором определены понятия информационная модель. И относительно недавно там были изменения. Это статья 57.5 и 57.6, в которых были закреплены отсылки на 331 постановление, которое определяет случаи, при которых подготовка информационной модели обязательна, и отсылка на 614 постановление правительства Российской Федерации, которое установил правила формирования модели, состав включаемых сведений в модель. Такое общее постановление у нас было. Оно принято у нас в 2024 году, которое мы очень сильно ждали на замену 1431. Потом основное наше постановление – это составить проектную документацию 87-е. И отдельно хотелось бы сказать, это технический регламент 384, по которому мы ссылаемся на СП 333, то есть правила описания элементов модели. Какие изменения у нас были в 2024 году в области информационного моделирования? Как я сказал ранее, это постановление 614. Далее был принят приказ Минстроя 55-ПР, который внес изменения в методику. Это приказ 421 по определению сметной стоимости. Там у нас появились пункты, которые позволяют включать затраты на создание и ведение информационной модели, то есть те затраты, которые включаются в сметную документацию. Далее был принят приказ Росстандарта 1 ПНСТ, который утвердил предварительный стандарт по требованиям к цифровым информационным моделям многоэтажных жилых домов. Какие ожидаем нормативные акты в этом году? Это первое, приказ Минстроя России об утверждении состава ЦИМ и приказ Минстроя об утверждении формы задания на ЦИМ. Ожидали мы 1 марта вступления в силу приказа, но до сих пор какой-либо информации мы не нашли. Пока еще не приняты эти приказы. Что в этих приказах, в проектах приказов мы видели? Это ужесточение норм именно по цифровым информационным моделям. По составу ЦИМ там определено в этом приказе минимальный перечень разделов, который должен быть разработан. Это раздел 3, архитектурные решения, объемно-планировочные архитектурные решения, раздел 4, проектная документация, конструктивные решения. Подраздел 2, 3 и 4 раздела 5 – это инженерные сети водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляция. И там отдельно еще прописаны общие требования к цифровым информационным моделям, в том числе требования к качеству. На слайде есть ссылка на проект этих приказов. Можете ознакомиться в сети интернет. Михаил, а не могли бы подсказать, вот сейчас многие регионы составляют свои требования, если у вас такие, подготавливать какие-то рекомендации для проектировщиков? Мы в 2024 году в инициативном порядке подготовили методические рекомендации по атрибутивному составу элементов раздела архитектурные решения и конструктивные решения. Разослали госзаказчикам, то есть официальным письмом, заместитель губернатора у нас подписывал. Эти методические рекомендации были разосланы, но по факту, исходя из практики работы, никто ими не пользуется. То есть в ответ прислали письмо, да, мы учтем,
при подготовке заданий ваши рекомендации, но никто ими не пользуется, к сожалению. Мгм. Подскажите, а вот рекомендации у вас были к линейным объектам? И что вообще по нормативке с линейными объектами? Ну, к линейным объектам нет, не готовили. Насколько я знаю, у наших коллег из экспертизы Санкт-Петербурга такие требования появились. И, по-моему, у московской экспертизы. Но мы такие не разрабатывали. И к нам объектов, ну, очень мало заходит именно с линейной части. Они есть, но какие-либо рекомендации мы пока не подготавливали. Так, можем перейти к следующему слайду. Вот как раз на слайде есть QR-код. Можете перейти и ознакомиться с данными рекомендациями на нашем официальном сайте экспертизы Югры. А сколько у вас вообще всего проектов заходит? Статистику на экране приведена. Слева мы видим, что количество объектов, поступающих с цифровыми информационными моделями, оно увеличивается, причем кратно. То есть если раньше до 2022 года у нас только один объект был, далее у нас идет кратное увеличение. И по состоянию на сегодняшнее число на рассмотрении у нас находится 21 объект, там и стадия приемки, и стадия рассмотрения, экспертная оценка. С начала года мы выдали уже по 7 заключениям, выдали 7 заключений, которые у нас документация содержит цифровые информационные модели. И выдали заключение экспертной оценки в количестве, ну, одной штуки. А подскажите, объекты какого назначения у вас приходят в формате цифровых моделей? Разнообразная. По классификации объектов, вот на слайде представлен объект спортивного назначения. Это мы в конце прошлого года выдали заключение. Был просто огромный объект в одном из городов нашего субъекта. Площадь застройки здания была 11 500 метров квадратных. Ну, довольно-таки большой объект. Продолжительное время занял на проверку он. Какие еще объекты? Тут у нас на слайде представлен футбольное поле. Тут у нас разработан раздел ПЗУ, архитектурные, конструктивные решения, здание БК, здание пристройки, трибуны и само футбольное поле. Объекты дошкольного образования заходят. Тут у нас представлен детский сад в одном из муниципалитетов на 80 воспитанников. Объекты общеобразовательные заходят. Тут у нас представлен раздел АРКР, школы одного из крупных городов, муниципалитетов наших. Также заходят объекты инженерной инфраструктуры. Слева на картинке это у нас сети газоснабжения, снизу сети водоснабжения с колодцами, и справа это система электроосвещения дороги. Также заходят объекты коммунального хозяйства. Тут у нас представлена котельная с резервуарным парком. Ну, тоже, в принципе, большой объект был с несколькими разделами. На данный момент находится на рассмотрении объект здравоохранения. Это один из корпусов. То есть, ну, как видно на картинке, это акушерское отделение. Также заходят объекты транспортной инфраструктуры. Тут у нас представлен мостовой переход и автомобильные подходы к мостовому переходу. Довольно большое разнообразие, если так посмотреть. Да, в принципе, большое разнообразие у нас. А расскажите, Михаил, хочется от первого лица услышать, как вы проверяете модель, вообще какая глубина проверки и какие вот типовые ошибки. Можно дальше перейти по слайдам. Глубина проверки, это можно будет попозже немножко Мгм. на слайдах будет представлено. Какие ошибки основные? Это некорректные требования в задании на проектирование.
отсутствие нормоконтроля при подготовке ЦМОВ. Это как со стороны проектировщика, так и со стороны заказчика при передаче. Координационные ошибки в цифровой модели, несовместимость информации в разделах проектной документации и в самой цифровой информационной модели, геометрические ошибки и информационные ошибки, то есть неверно заполненные свойства, параметры элементов. Далее я предлагаю конкретно по каждой ошибке пройтись, и будет понятно тот опыт, который мы получили при рассмотрении цифровых информационных моделей. Первое – это у нас по заданию на проектирование. Тут я постарался сделать выкопировки заданий. Слева у нас в задании указано требование формирования модели в соответствии с постановлением 1431, когда у нас уже вступило в силу 614 постановление. Справа у нас на картинке указаны требования на СП 333 2017 года, хотя с июля 2021 года у нас вступил в силу СП 333 2020 года. Ниже у нас указаны требования о формировании документации в соответствии с ГОСТ, который также у нас утратил силу. Сейчас у нас действует актуальный ГОСТ. Что в этих случаях я делаю? То есть как эксперт выставляю замечания о приведении в соответствии требований и норм задания на проектирование. И заявители совместно с заказчиком подготавливают изменения, дополнения, либо какие-то письма об изменении требований в задании. Далее также выкопировки из задания. Тут шутка-минутка, как говорится, слева тим-модель требования предоставляется в разрабатываемом формате и в 3 экземплярах на бумажном носителе. Что имел заказчик тут, сложно сказать. Наверное, какой-то макет подготовить и передать заказчику. Хотя мы все понимаем, что информационная модель – это совокупность документов в электронном виде. На бумаге она никак не может быть передана. Справа тут комбинированная ошибка, также ссылка на недействующее постановление. Но тут самое интересное – это нижний абзац. То, что сведения, которые содержатся в информационной модели, должны быть достаточно для прохождения экспертизы. То есть тут тоже возникает вопрос, кто должен определить требования к цифровой информационной модели. Это явно не компетенция экспертного органа. То есть заказчик сам должен определить, либо привлечь какую-то организацию, чтобы она помогла ему составить это задание. В крайнем случае подрядчик может помочь заказчику определить эти требования совместно. Какой основной вывод по этому блоку? Необходимо указывать актуальную информацию по нормативным актам, и более конкретно прописывать требования к цифровым моделям. Так, перейдем дальше. Тут рубрика «Угадайте». Тут скрины 2 моделей по одному объекту. Можно угадать, какой был первоначальный вариант, какой был финальный вариант, который вышел с экспертизы. Мне кажется, это вопрос с подвохом, да? Да, томить не буду. Следующий слайд. Слева это исходная модель, которая включала в себя несколько разделов. Это раздел планировочная организация земельного участка, архитектурные решения, конструктивные решения и система водоотведения. Почему так произошло? Первоначально, когда объект зашел на экспертизу, не были определены требования к цифровой модели. То есть было выставлено замечание о предоставлении требований. Заказчик предоставил отдельные требования. Подрядчик начал разрабатывать согласно этим требованиям. Получил просто огромное количество замечаний по информационной модели. И в итоге заказчик, понимая, что подрядчик не успеет в установленный срок отработать замечания, фактически уговорил, а может быть и заставил заказчика изменить требования. По факту мы видим финальную информационную модель, которая вышла в составе документации. Это картинка справа. То
То есть, конечно, такого необходимо избегать. То есть заказчику нужно как-то контролировать и сроки исполнения работ. Ну и, в принципе, наверное, не идти на поводу у подрядчика в таких случаях. Так, следующий слайд. По заданию, ну, как сказал раньше, нами, учреждением были подготовлены методические рекомендации по атрибутам. То есть на слайде представлены скриншоты с этой методики. Повторюсь, были разосланы, но никто не пользуется, к сожалению. То есть мы предложили заказчикам на выбор, что вот вы нас часто спрашиваете, какие метрики, параметры вам нужно ну, подрядчику нужно указывать в моделях. Мы говорим, вот вы можете использовать вот это. Но, к сожалению, не используют данные материалы. Вывод именно по ошибкам в задании. Пока не приняты приказы Минстроя, что мы предлагаем делать? Указывать в задании цели и задачи применения технологий информационного моделирования, указывать состав разделов проектной документации, которые включаются в состав цифровой информационной модели, указывать минимальный список элементов, которые обязательны к включению, прописывать общие требования к информационной модели, требования к уровню проработки, требования к качеству, требования к форматам и требования к использованию классификатора строительной информации. По форматам цифровой информационной модели хотел бы отдельно подчеркнуть, что мы рекомендуем прописывать не только открытые форматы данных, ну, например, IFC, которые нам загружают на экспертизу, но и те форматы разработки, в которых работает проектировщик. Потому что часто, ну и сейчас мы видим по нашей практике, объект проходит экспертизу, подрядчик передает документацию заказчику в формате IFC, но часто заказчику необходимо вносить изменения в проектную документацию. И без формата разработки это будет очень сложно сделать. То есть придется новому подрядчику, если ну, не старый будет носить изменения первоначальные, ему придется с нуля поднимать информационную модель, что ну, проблематично, наверное, и ну, кто будет это оплачивать. По поводу использования классификатора строительной информации. Данное требование у нас закреплено в статье 57.6 градостроительного кодекса, в котором гласит, что если создание информационной модели обязательно, то необходимо использовать классификатор. На практике, как у нас получается, мало кто этим пользуется, либо создают модель и используют классификатор, не присваивают коды классификатора не для всех элементов. Вот. Ну, с такой проблемой мы сталкиваемся, что ну, не все готовы использовать классификатор строительной информации. Дальше перейдем. Мгм. По поводу нормы контроля, какие основные ошибки? Очень часто в атрибутах информационной модели не указывают наименование объекта капитального строительства, не указывают шифр проекта основной и неверно указывают адрес объекта. То есть на скриншоте видно, как это выглядит. Слева наименование объекта у нас просто указано наименование проекта, наименование здания, без привязки ну, к идентификационным признакам объекта капстроительства. То есть зачастую, если так написано, выставляется замечание указать наименование объекта хотя бы в параметрах информационной модели. По адресу объекта, тут мы видим адрес вроде бы указан, но мы находимся не в Челябинской области, и объекты к нам не Челябинск приходят. То есть адрес объекта должен быть корректно указан. По пояснительной записке. Если пояснительная записка формируется в формате XML, то есть машиночитаемый формат, мы всегда проверяем, включены ли сведения о цифровой информационной модели в пояснительную записку.
То есть на скриншоте показано, как это выглядит вообще в принципе. В левом столбце там указывается наименование объекта, либо составной части объекта, для которой разработана информационная модель. И справа указываются свойства, либо признаки этой информационной модели. То есть что это за модель, наименование файла, тип файла и контрольная сумма, по которой можно отследить, какой файл был загружен в пояснительную записку. Зачастую в задании на проектирование указывается требование заказчика о согласовании информационной модели. Если мы видим такое требование в задании и такое согласование не предоставлено, выставляется замечание о предоставлении такого согласования. И тут указано слева по одному объекту, какая была первоначальная версия письма согласования. Тут указано, что заказчик пишет подрядчику: сообщаем, что информационные модели согласованы для загрузки в наше учреждение. Обращаем отдельное внимание, мы не являемся стороной договорных отношений. То есть как правильно и как мы видим, должно быть указано в письме. Справа указано, то есть заказчиком рассмотрены и согласованы информационные модели. Перечисляются наименования файлов, которые были переданы и согласованы, проектируемого объекта и наименование объекта. То есть в таком виде мы допускаем согласование информационной модели в составе проектной документации. Следующий тип ошибки по нормоконтролю – это именование файла. Каким образом только не именуют файлы. Тут я выбрал подборку имен файлов. Разнообразно, тут 5 видов уместил на скриншоте. Первые 2 верхних – это наименование выбрано по какому-то ключевому слову, модель узла, либо канализация. А посередине это у нас наименование файла принято по шифру, по проектной документации. Четвертое сверху – это у нас наименование более-менее похожее по требованиям СП-333 раздела 11. Наименование файлов тут состоит из 2 групп – это базовая и контрольно-надзорная. И последний вариант – это наименование файла принято по требованиям заказчика-застройщика. Какие варианты мы пропускаем и допускаем? Первый вариант – это согласно разделу 11 333, то есть 2 группы наименований файла должно быть именно на стадии П, которые заводят на экспертизу. Либо второй вариант – это заказчик должен в задании на проектирование, либо если это отдельный документ, в своих требованиях на ЦИМ указать правила именования ЦИМ, либо правила наименования ЦИМ. На верхнем скриншоте это видно. И данные файлы с тем же наименованием должны быть продублированы в накладной, либо в акте передачи документации, чтобы мы понимали, заказчик требует разработать определенные файлы, и он же их получил в составе той документации, которую передал подрядчик. Так, следующий пример ошибок – это у нас по координации элементов модели. Мы тут различаем 2 вида ошибок. Это нарушение внутренней координации на картинке слева, когда вроде как лестница разработана, но неправильно привязаны начало и конец этой лестницы, то есть она ни на что не опирается. И нарушение глобальной координации. Тут представлен объект, как вы видите, тут 4 здания, но я знаю, что их там 5. Одно здание в другом расположено. Они не скоординированы друг с другом. То есть с тем положением, которое заложено в проектной документации, оно не совпадает. По координации элементов модели. Координация должна быть
привязана к глобальной системе координат. То есть система координат у нас есть для нашего субъекта, это МСК-86, и система высот Балтийская должна быть тоже привязана. Слева на картинке у нас показано скриншот из программного комплекса, то есть мы можем проверить координату каждой точки элемента. Мы видим, что тут в данном случае колодец привязан к условной системе координат. Справа на картинке я вам показал, что привязка это, в принципе, можно сделать. И тут мы видим, что привязан объект именно к глобальной системе координат и высот. Как мы проверяем привязку элементов в модели? Мы берем данные из инженерных изысканий, то есть в данном случае это результаты инженерных геодезических изысканий. И если есть данные в разделах проектной документации, то мы берем данные из разделов. То есть в данном случае я показал пример, как проводится проверка. Слева это у нас выкопировка из раздела ПЗУ. Левый нижний угол, он имеет определенные координаты и отметка пола 2774. И справа произведена проверка именно координат точки. Тут мы видим, что привязано правильно. Остается только проверить координату второй точки, допустим, вдоль верхней либо нижней стены. И тут мы понимаем, что привязаны элементы правильно. Переходим к проверке дальше элементов. По совместимости информации. Тут на скриншоте указана иерархия элементов цифровой информационной модели, то есть как это выглядит и отображается в программном обеспечении на картинке справа идет. То есть тут иерархия ниспадающая идет, проект, площадка, здание, уровень, либо этаж, кому удобно, и сам элемент модели, который отнесен по группам конструктивным, архитектурным, либо по инженерным сетям. Тут на слайде у нас представлена выкопировка из наших методических рекомендаций. Тут семейство элементов указано, либо элементы ЦИМ, и правила отнесения к классам IFC. То есть каждый элемент должен правильно быть соотнесен к соответствующему классу. Тут изображен пример проверки. В данном случае на скриншоте представлены конструктивные решения железобетонного каркаса и выделен элемент. Это многопустотная железобетонная плита. Как видим из картинки, был произведен поиск элементов по соотнесению к определенным классам IFC. Плита должна быть отнесена к классу IFC Slab, но она отнесена к другому классу. Соответственно, при фильтровании элементов по определенному классу данный элемент у меня потерялся, я не мог его найти. Вот. Соответственно, было выставлено замечание о приведении элемента к соответствующему классу, что проектировщик успешно и сделал. То есть это очень тоже важный момент при проверке информационных моделей. Давайте Да, небольшой комментарий, Михаил. да. Для чего это нужно, правильно? Чтобы потом формировать проверки, можно было проверить отдельные конструкции между собой, чтобы... То есть идентификация нужна, чтобы осуществлять потом проверки на коллизии, проверки параметров, верно? Или еще Да, какие? да, все верно. Это много для чего нужно. Я и сделал акцент, что каждый элемент должен быть отнесен к соответствующему классу. Не должно быть такого, что группа элементов одна, а она отнесена к разным классам. То есть этого необходимо избегать. То есть, бывают случаи, конечно, что они могут быть отнесены к разным, но потом возникают сложности при дальнейшей проверке.
А можно еще вопрос вот тут? Да? При проверке корректности классов IFC в приоритете требования заказчика из задания на проектирование или собственные ваши требования и рекомендации? Приоритеты, требования заказчика, особенно если прям в задании прописано. Вот я сегодня закончил рассмотрение объекта. Он, ну, по сути, очень маленький, 200 метров трубы и один канализационный колодец. И они только 5 раз корректировали требования задания. То есть у них в задании было прописано трубу отнести к такому-то классу, колодец отнести к такому-то классу. Но по факту в модели, ну, труба была правильно отнесена, а сам колодец нет. И вот мы, ну, я это называю, упражнялись в отправке писем и получении ответов с проектировщиком. Хотя мы с ними созванивались и с заказчиками, и с проектировщиками, пришли к пониманию, ну, как выйти из ситуации, но вот 4 раза пришлось отправлять замечания именно по этому поводу. Ну, к сожалению, это вот так вот у нас бывает. Мгм. Приоритет, да, требования заказчика. А вот экспертиза вообще может выставить требования к изменению технического задания заказчика? Ну, Вопрос в чате. вправе ли выставить? Я думаю, да, потому что одним из предметов экспертизы является оценка соответствия документации требованиям задания заказчика. То есть если я открываю документацию и вижу, что она не соответствует требованиям заказчика, следовательно, я не могу сделать вывод, что документация соответствует требованиям заказчика. Но это автоматически получается отрицательное заключение. Ну, мне кажется, заказчику проще внести изменения в задание, то есть не корректировать исходное задание, а подготавливать какие-то отдельные документы, в которых будет указан пункт там, 43 задание, считать так-то. Я в этом проблемы не вижу, и ну, заказчики идут на это. Ну, такое некое даже сотрудничество, можно сказать. Все Да, заинтересованы. причем, я говорю, если какие-то вопросы возникают, с нами и заказчики связь держат, и проектировщики. Никаких проблем нету, позвонить, уточнить, как выйти из ситуации. То есть, ну, диалог мы ведем. Иногда, да, подсказываем, что нужно сделать. Отлично. Мгм. Экспертов бояться не надо, в общем. Нет, не надо. Давайте дальше продолжим. Тут на слайде представлен рассмотренный объект. Два раздела. Выкопировка из планов. То есть раздел AR и раздел ВК. Ну, я думаю, тут невооруженным взглядом видно, что отличаются планировки этажа. Вот. Как это произошло? Проектировщику были выставлены замечания по одному из разделов. Он вносит изменения в один раздел проектной документации ВК, но не вносит изменения в раздел AR, который вроде как является, ну, основой для разработки раздела по инженерным системам. Вот. Такая ситуация, в принципе, наверное, невозможна, когда вы готовите информационную модель, потому что, ну, сначала архитектурно-строительная часть подготавливается, и потом задание смежным отделом отправляется как, ну, исходный вариант, как прокладывать сети. Вот. Это очень частая проблема у нас возникает, причем даже на финальной проверке мы ее обнаруживаем. Ну, если обнаруживаем, то сообщаем эксперту, проектировщику, они приводят в соответствие документацию, чтобы она друг другу соответствовала. Можно сразу, вот вопрос тоже чуть Да, уже звучало. Как вы проводите вот это соответствие? Есть ли какая-то автоматизация или это визуальная проверка? это визуальная проверка, автоматизации, к сожалению, нету. То есть у нас были случаи объектов, когда документация выгружалась из информационной модели. То есть сейчас как это идет? Подготавливается документация в классической форме в PDF,
и по ней поднимается цифровой двойник. Обратный бим. Да, то есть проектировщиков, которые делают наоборот, ну как это должно быть, очень мало. Вот зачастую это визуальная проверка, то есть открывается модель, открываются разделы, и все это сверяется. Слушайте, а вы сталкивались с такой проблемой, что в задании была прописана степень разработки РД, хотя проектная документация сейчас? Рабочая документация? Да, мгм. Ну, первый же вопрос, что вы имеете в виду заказчику? Почему стадия РД? Куда ПД делась? Вроде как наоборот, ПД подготавливается, а потом на основании нее рабочая документация. Хотя вроде как сейчас пытаются уйти от этого, одностадийное проектирование сделать. Ну, всегда такие ситуации были. Но я говорю, сразу же возникает вопрос, что вы имеете в виду? Мы же понимаем, что ПД и РД, они отличаются друг от друга. РД более детализировано. Можем дальше. Да. По совместимости информации. Хотел бы вам рассказать про случай, который вот огромный этот объект. Вначале я говорил, спортивный комплекс. В разделе КР была спецификация к схеме расположения свай. Так как у меня сейчас есть специализированное ПО по проверке Larix Manager, мне не составило труда сделать фильтрацию элементов по атрибутивному составу. То есть справа вот представлено конструктивное решение, это конструкция железобетонная, тут выделены сваи. Мы видим, что их очень много. То есть вручную посчитать трудозатратно и ну, в любом случае ошибку допустишь. Где-нибудь пропустишь, либо 2 раза посчитаешь какую-нибудь сваю. Что я сделал? По фильтрации элементов по определенным параметрам я отфильтровал элементы, нашел количество свай по каждой группе. Так, ну тут просто я показал, это скриншоты из Larix, как осуществляется фильтрация элементов и поиск. И что мы видим? То, что в спецификации сваи у нас есть ошибки при подсчете количества. Проектировщик неправильно определил количество свай. Ему было выставлено замечание о приведении в соответствие информации, которая идет в графической части раздела КР и цифровой информационной модели. Что он, собственно говоря, и сделал. Ну, я думаю, тут не нужно быть сметчиком, чтобы понимать, что это все влияет на сметную стоимость объекта капитального строительства. Ну, в данном случае ошибка на 17 свай, но мне кажется, она существенная. Потом будет при определении сметной стоимости. Дальше поговорим немножко про коллизии. Это этот же объект, спортивный комплекс. В процессе проверки была произведена проверка на коллизии элементов. На скриншоте синим подсвечены это плиты покрытия одной части здания, красным подсвечены балки покрытия металлического каркаса, которые имеют непроектное пересечение с элементами. Первоначально у проектировщика я запросил журнал проверки на коллизии. Он мне его предоставил, в котором написал: все хорошо, пересечений непроектных нету. Ну, проверка выявила другое. И по факту, как это выглядело. То есть, когда объект большой, визуальную проверку можно провести на коллизии. Но когда он очень большой и объемный, это проблематично. Тут уже нужно специализированное ПО для проверки. Вот слева можете увидеть, как выглядела изначально
положение плит покрытия и как оно в откорректированном виде, ну, в результате произошло. То есть проектировщик, созвонились, я ему скинул отчет по проверкам, он согласился, что все-таки пересечение есть, и откорректировал цифровую информационную модель. То есть даже если у нас идет история с обратным биом, когда отдельная документация проекту, но будем считать, что поднято корректно, все равно есть смысл в этой модели, и можно найти проектные ошибки, которые повлекут, например, изменение отметок в проектной документации, что Да, важно. тут проблема в чем была, возможно, в формате разработки, когда проектировщик делал разрезы, то есть это же по отметкам выставляются плиты покрытия, возможно, там у него отметка убежала, либо он сам руками перебил. Но в BIM это невозможно, это смухлевать, ну, так это назовем. И причина-то в чем была? Убежала отметка по покрытию, а моделер, так сказать, BIM, тот, кто разрабатывал, он берет информацию из графической части. Но он выставил по отметкам из графической части, но не проверил. Ну вот, вышли и так из ситуации. Ну, довольно частая проблема, что я не хочу сказать, что это проектировщик нарочно делает. Бывает, это не специально происходит. Ну, все мы люди, ошибки делаем, бывает. Главное вовремя заметить и исправить. Так, теперь еще какие примеры ошибок по коллизиям. Слева на картинке у нас идет помещение, я вот красным выделил. Тут проектировщик забыл дверь поставить. Посередине у нас колонна пересекается со стульями в двух местах. Тоже проектировщик правил информационную модель. Ну, сразу видно, это вот тут прям визуально было видно, что пересечение идет непроектно. И справа мы видим, что элемент вентиляции у нас имеет непроектное положение. Причем это было тоже определено визуально, так сказать, в матрице коллизии проверки или пересечения воздуховода и двери, ну, редко кто указывает. То есть это все было обнаружено случайно, и проектировщик потом тоже корректировал ЦИМ и саму документацию, потому что в документации была ошибка. Так, теперь про ошибку атрибутивного наполнения элементов. Поглубже теперь пойдем. Да, поглубже. Ну, тут, так сказать, уникальный случай был. Это у нас, по-моему, первый или второй объект, который заходил на экспертное сопровождение. Ну, экспертное сопровождение, если кто не знает, это один из видов повторной экспертизы, который у нас проводится в соответствии с частью 3.9 статьи 49 Градкодекса. Первоначально были разработаны конструктивные решения объекта, в котором, ну, разработка была в Revit, то есть были разработаны семейства проектировщиком свои, которые они там внутренними документами утвердили. И информация в элементе, ну, тут, наверное, не сильно видно, значение reference, ASP столько-то на столько-то миллиметров. То есть они разработали свои внутренние семейства, сказали, что вот мы хотим вот так вот видеть, прошли экспертизу, передали заказчику документацию, заказчик понял, что ему нужно корректировать документацию, отдал на подряд другому проектировщику. Проектировщик взял, поменял только часть документации, ну, как это требует законодательство. Но тут мы уже видим, что железобетонная балка имеет другое значение. Она имеет значение по спецификации, которая указана в графической части проекта. То есть такого нужно избегать, нужно обеспечивать единый подход к именованию элементов, к атрибутивному наполнению, ну, в своей группе элементов. Тут тоже было выставлено замечание о приведении к единообразию,
чтобы проще было проверять информационную модель. Далее, это мой любимый пример. Недавно рассматривал объект. Слева это графическое его представление, гараж с подсобными помещениями. Выделяем элемент навес. Какую информацию мы видим по нему? То есть у навеса навесик, у фронтона навеса иг. То есть какую информацию несет этот элемент, из чего он сделан, по какому серии, ГОСТу, ТУшкам и так далее. Совсем непонятно. Такого тоже нужно избегать. То есть, первоначальная информационная модель – это какой-то документ с информацией. Тут у нас какая-либо информация об элементе отсутствует. Комичный очень момент был при проверке, конечно. Далее, по информации элементов. Как я сказал ранее, многие проектировщики разрабатывают свои группы семейств и используют их при проектировании, но многие даже, можно сказать, проектировщики, они используют готовые семейства, которые в открытом доступе у нас находятся. Тут в данном случае на картинке слева геометрическая детализация очень подробная, я бы так сказал. Такая детализация на стадии P не требуется, чем и привлекло к себе вообще для детального рассмотрения. И в свойствах элементов я увидел ссылку на интернет-ресурс, Beamlib он называется. Там в открытом доступе у нас очень много семейств разработанных, которые проектировщики используют. В чем смысл? Проектировщик берет готовое семейство, но не адаптирует его под конкретный проект. То есть открываешь элемент, смотришь его параметры, они, грубо говоря, вообще не соответствуют тому, что разработано в проекте. Справа у нас картинка, тут уже попроще геометрия, вроде как все нормально, но при просмотре свойств элемента мы видим, что окно изготавливается по ГОСТу 2115, но ниже указывается материал окна ПВХ. ГОСТ 21519 это у нас окна из алюминиевого профиля. Тут тоже было выставлено замечание о приведении в соответствие, то есть был указан корректный ГОСТ. Вывод какой? Мы, как эксперты, экспертиза, не против использования готовых уже семейств, готовых каких-то элементов. Важно их адаптировать под ваш конкретный проект, чтобы свойства элемента, параметры соответствовали вашей проектной документации. И тоже такой небольшой тезис добавлю. То, что эксперты смотрят модели и не формируйте семейство, чтобы понятно было только вам, что это за элемент, а чтобы другие люди со строительным образованием могли понять, что это за элемент. Давайте упрощать условно жизнь. Да. К слову, чтобы было понятно всем, а не только вам, у нас есть требования нормативных актов по разработке плана реализации проекта. На моей памяти только 2 объекта из всех, которые заходили, там этот план реализации был, в котором отдельно прописывались участники, кто за какой раздел отвечает, в каком разделе что должно быть сделано, и так далее. Это тоже очень большая проблема. То есть кто как хочет, кто так и делает. Ну, Внутренние свои документы никто не хочет разрабатывать, именно про подрядчиков, кто непосредственно цифровую информационную модель делает. С этим тоже у нас иногда есть проблемы. Другая важная составляющая параметров, элементов моделей – это цветовая идентификация. То есть тут я пример привожу. Слева мостовой переход и подходы, и справа мостовой переход и подходы. Это 2 разных объекта, но мне, как проверяющему лицу, намного как глазу приятнее смотреть объект правый.
то, что визуально, когда понимаешь, где какой элемент находится. Оно вроде как и не ошибка, когда этой цветовой идентификации нет, но проверка намного проще проходит. А можно еще вот вопрос? Да. После давайте тогда закончим Да, кейс. и вот хороший пример разработки, он и тут у нас был, то есть справа. То есть каждый элемент имеет свой цвет. Вообще замечательно, просматривать удобно. Тут еще хороший пример разработки. Это у нас слева котельная с резервуарным парком. То есть тут тоже проектировщики постарались. Каждому элементу они присвоили свой цвет. Фасады сделали цветные. Ну, любо-дорого смотреть, приятно глазу. А эталон разработки — это вот картинка справа. То есть я тут выделил, это у нас технологическая площадка комплектной трансформаторной подстанции. Тут каждый конструктивный элемент выделен отдельным цветом. Это прям, я считаю, эталон, ну, к которому нужно стремиться. Это очень сильно упрощает проверку. Ну, я правильно понимаю, что это нигде не регламентируется, просто как рекомендация, что каждый элемент, отдельная строительная конструкция должна быть своего цвета? Ну, это вскользь прописано в 333 СП, М. что программы разработки должны обеспечивать цветовую идентификацию. Но как замечание я не выставляю. То есть это уже элемент культуры проектирования, я считаю. Но это не ошибка. То есть Мгм. наша задача не сказать: о, вы тут красиво все сделали, или ой, вы некрасиво сделали. Наша задача — это проверить на соответствие требований. Мы не оцениваем красоту того или иного элемента. А подскажите, вот не сталкивались вы с такими случаями, когда не просто цветовая идентификация некорректная, а когда не все элементы модели пришли? То есть в нативном формате там куча элементов, а когда проектировщик выгрузил в AFC, получилось там, допустим, 3 колонны и все. Не было такого у вас на практике? То, что терялись элементы при выгрузке, да, Да. конечно, были. У нас даже случаи бывают, когда первоначально грузится модель, она открывается корректно, а когда ответы подгружают, ну, вроде смотришь по объему, ну, примерно то же самое, по тому, что загружено. А модель либо не открывается, либо открывается с ошибкой. Ее никак не посмотреть. Ну, тут все просто. Телефон, либо электронная почта связан с проектировщиком, чтобы они заново выгрузили. Мгм. Навстречу идут, никто не отказывается. То есть все это оперативно делается. Мгм. Так, можем дальше? Думаю, да. Потом перейдем к вопросам. Может, Да, какие-то и вживую зададим. Тут очень бурное такое обсуждение сейчас да, будет. давайте. Да, тут немного осталось. Сейчас рассматриваю объект. Я выступал в феврале на конференции, которая в нашем учреждении была. Этого скрина не было в презентации, я его добавил. Вот. Проектировщик разработал ЦИМ для котельной. Вот на картинке вы видите, какая глубина проработки. Вот такая глубина, она не обязательна. То есть тут и трубопроводы, и манометры, Ну, и РД. затычки. Да, выглядит вообще красиво, не подкопаться. То есть заказчик откроет, скажет: вообще молодцы ребята, классно, все, грузим. Но есть одно но. При просмотре элементов, то есть когда я начал сравнивать с документацией, вот тут в данном случае у нас котел стоит, и у него есть горелка. То есть в документации одна горелка идет, вот горелка газовая, Oil On GP 280М. А в модели совсем другая горелка идет. Вот у меня возникает вопрос: для чего такая детализация, если параметры и атрибуты элементов, они не те? То есть смысл вообще теряется, то, что вы такую красоту навели, но у вас элементы не соответствуют проекту. И вот как я написал на слайде, вот такая чрезмерная детализация, она утяжеляет модель, то есть она огромный объем информации
в себя включает, она много весит. То есть ее же скачать еще нужно. Ну, думаю, все в курсе, что региональные экспертизы перевели на единую цифровую платформу экспертизы, и мы все документы оттуда скачиваем, ну, грубо говоря, как с интернета. Ну, это проблематично, много времени занимает. Такая детализация, она тормозит модель при проверке и увеличивает срок проверки. И вот как мы видим, я проверил почти каждый элемент по спецификации, он не тот, который указан в проекте. Именно, ну, в модели не тот, который указан в проекте. Да, это очень важное замечание, вот прям база, которую нужно всем учитывать при Да, разработке проекта. визуально выглядит вообще замечательно. Вот правда, очень подробно. Я в первый раз вижу такую модель, чтобы она была подробна. Но смысл вообще теряется информационного моделирования, если не та информация указана. Так, ну, основные выводы, какие я хотел бы сделать. Заказчикам необходимо грамотно составлять тех задания. Заказчикам необходимо осуществлять контроль за подрядчиком. То есть на всех этапах работ нужно контролировать, на какой стадии разработка идет, на какой стадии отработка замечаний, если он на экспертизе находится. Проектировщикам необходимо учитывать требования заказчика. То есть, если заказчик вам сказал определенный объем сделать, то нужно его и выполнить. Не нужно перевыполнять, либо не разрабатывать тот объем, который у вас предусмотрен заданием. Технология информационного моделирования – это помощник для сметы. И про проекты приказов, которые я вначале рассказывал, это ужесточение требований к ЦИМ. Ну и снизу я попытался изобразить схему потока данных на стадии проектной документации. Ну, как мы себе это представляем. То есть для чего вообще, в принципе, нужна эта цифровая модель? Она нужна не для того, чтобы заказчику показать, вот, в 3D, покрутить, повертеть, что вот, смотрите, как красиво. Ну, не все воспринимают информацию, которая на, ну, 2D-чертежах, как сказать, грамотно и правильно. То есть заказчик подготавливает требования, передает проектировщику, он по этим требованиям понимает, сможет он осилить тот объем, либо нет. Если он не сможет, ну, по разным причинам, возможно, даже, ну, какие-то требования заказчик прописал, которые, ну, невозможно на данный момент реализовать. Ну, там, программное обеспечение не позволяет это сделать. Они ведут диалог, и по результатам этого диалога создается проектная модель ЦИМ, из которой потом уже можно подготавливать отчеты для составления исходной документации для сметы. Вот. Так, тут Мгм. ссылки, рекомендации учреждения, проекты приказов и ссылку на отечественное программное обеспечение для просмотра. То есть один из вариантов – это Larix Manager. Вот, мой доклад окончен. Спасибо. Так, ну что, теперь самое интересное, перейдем к вопросам. А, Давайте в конце упомянули про воры. Насколько я знаю, что у вас еще не было опыта проверки так называемых цифровых ведомостей объемов работ, но вот вопрос звучит следующим образом. Проверяете ли вор и спецификации с информационными моделями с PDF GGE-версией? Пробовали ли вы формировать сметы из модели? Какие вы выполняете проверки по атрибутивному составу? Ох, много всего. Давайте просто пока про воры. Вот сверяете ли вы их, то, что в модели, и то, что в сметах? Вот сметчики ваши. Нет, по ворам пока нет. Я вам больше скажу, мы напрямую работаем с нашими коллегами из сметного отдела. Мы только-только перешли к формированию ведомости объемов работ в машиночитаемом формате. Там, по-моему, с 9 или 10 января у нас вступила в силу XML-схема Word. То есть мы пока только привыкаем к ворам в XML формате.
мы не, ну, в общем, не сверяем ЦИМ и Word. Спецификации, да, я, если вижу спецификацию в разделах, ну, допустим, как я показал по разделу КР, спецификация по сваям, я обязательно проверю количество. По атрибутивному наполнению, чтобы там указано сваи 12-метровые, они в геометрии это 12-метровые, а в атрибутивах указано 9-метровые. Ну, чтобы такого тоже не было. Такое тоже бывает. По разделу архитектурные решения, спецификации я проверяю окна, двери. То есть если спецификация указана в составе проектной документации, я обязательно проверю. Мгм. То, что с тем, то, что замоделировано. Это Мгм. важное уточнение. Бывало даже по результатам моих замечаний корректировали требования к ЦИМ, потому что не совпадало, ну, допустим, система пожаротушения была, сплинкеры, количество не совпадало. Ну, вот так вот было. Мгм. А вот как проверяете комплексные проверки по атрибутивному составу? Каждый раз новые составляете м, или вручную вообще проверяете? Такой вопрос. Ну, это сложно ответить. Я уже сказал, что единых требований нет у нас, к сожалению, к проектированию именно в BIM. В основном это вручную проводится и по атрибутивам. Ну, можно визуально найти какую-то группу элементов и проверить, но в основном я проверяю, чтобы хотя бы, ну, наименование элемента совпадало с тем, что у нас в проекте идет, и чтобы не были указаны лишние атрибуты, которые вообще к проекту не относятся. Мгм. А вот насчет коллизий, в каком формате вы предоставляете отчет для проектировщика? С каким допуском проверяете коллизии? А, Я предоставляю отчет, Мгм, мгм. извините. А, Excel либо перевожу в PDF, но от проектировщика я всегда требую именно в формате PDF, потому что там у нас и текстовая информация идет, и графика. У нас есть приказ 783 по формату документов, которые предоставляются в органы экспертизы. Ну, в соответствии с приказом Минстроя я запрашиваю. Допуски, опять же, нормативно нигде не закреплено, но примерно 30-40 миллиметров можно брать. То есть Мгм. бывает, проектировщик вообще проводит проверку на коллизии с допуском 0 миллиметров. У него, естественно, куча пересечений. Я помимо самой проверки в замечаниях пишу сделать вывод, как влияет данные коллизии на качество модели. Ну, естественно, он пишет, что никак не влияет. Но я ему говорю, а как не влияет, если у тебя столько пересечений? Ну, какой выход из ситуации? Увеличивать допуск, ну, до разумных пределов. Мгм. А вот, кстати, в задании на проектирование сталкивались ли вы с тем, что какие-то исключения проверять, что можно на коллизии вот эти элементы не проверять? Да, да, да. Мгм. То есть, ну, как крупные заказчики, они помимо требований к самой модели, еще отдельно матрицу коллизий делают. Вот мне заказчик дает эти коллизии, он подписывает ее, вопросов вообще никаких нету. В Larix, кстати, тоже есть, ну, проверка по матрице коллизий. Там задавать все это можно, очень удобно. Мгм. Особенно если это крупный заказчик, у него обычно матрица коллизии, она для всех объектов одинаковая. То есть можно создать шаблон и заново ее не создавать. Просто погружаете шаблон, проводите проверку и сверяете с тем, что указал проектировщик. Так, еще сейчас вопросы. Так, был вопрос, есть ли какая-то среда общих данных, с помощью которой вы обмениваетесь с проектировщиком всеми Нет, замечаниями? нет, нет. Это по почте происходит или через...
Мы в ЕЦП. 2020-2021 году, точно не помню, закупили программное обеспечение Pilot Beam. Ну, это как раз оно вроде как и для проверки моделей, но оно больше как среда общих данных используется. Но наши заказчики не стали закупать, и проектировщики тоже мало кто это использует. То есть кто использует, но среду общих данных мы не используем. Тут еще другой момент. Среда общих данных. А кто будет доступ иметь к этим данным? Заказчик и проектировщик? Или заказчик экспертиза, проектировщик экспертиза? У нас есть постановление 145, в котором прописано, что мы должны обеспечивать неразглашение сведений, которые поступают на экспертизу. То есть, ну, это к нам, наверное, не очень применимо. Ну, тут конкретный вопрос. Если у вас сот с ключевыми основными заказчиками по Team Нет, нет. и Мгм. Как осуществляется взаимодействие, это в формате писем. То есть первичное замечание – это просто сухой текст. А повторные, когда проверка идет по результатам ответов, я стараюсь скриншоты делать и выделять места, какие нужно поправить, либо на которые нужно обратить внимание. Либо это в формате видеоконференц-связи, мы созваниваемся, на экране открывается модель и смотрим, где что не так. А никогда не было таких, ситуаций, когда по требованиям нужно было предоставить не только модель, но и отчет о коллизиях, что их, допустим, нету? Когда-нибудь проектировщик сам предоставлял отчет о том, что вот коллизии Нет. только те, которые Нет, нет. Это только по результатам замечаний. То есть у нас, когда раньше не было комплекса, который, проверял на коллизии, которым, можно формировать отчет по коллизиям. То есть мало провести проверку, нужно еще отчет сформировать какой-то, либо журнал проверки, чтобы можно было на него опираться. Как только у меня этот комплекс появился, я запрашиваю журнал и сам проверяю. То есть раньше мы это отдавали на откуп проектировщику. Он проверил и заверяет, что все хорошо, коллизий нету. Мы это пропускали. Сейчас мы это не пропускаем, сами перепроверяем. Мгм. Так, потом большая часть вопросов была по КСИ. Давайте так подытожим. Обязательны ли классификаторы? А, Обязательно. закащ Как говорит, обязательно. Если заказчик в требованиях не прописывает, что нужно заполнять КСИ, эксперты примут модель без этих кодов или нет? Пока не приняты приказы, да, примут, но имейте в виду, что требование заказчика не может противоречить требованиям федерального законодательства. То есть, условно говоря, завтра законодатель скажет разрабатывать 5 разделов в ЦИМ, а заказчик говорит, а я хочу 2. Ну, нет, так не пойдет. Есть требования законодательства. То есть Мгм. мало использовать этот классификатор, его еще нужно правильно коды присваивать группам элементов. Это тоже очень большая проблема, к сожалению. Мгм. Проверку мы проводим. Вот сейчас я проверяю объект для части, то есть там 1200 элементов в модели, вроде небольшой. Для части элементов присвоен код КСИ, причем неправильно, для части он не присвоен. То есть я провожу проверку, валидацию по присвоенным параметрам, вижу, что не для всех элементов он заполнен, и прям в замечаниях пишу привести в соответствие. Коды сами и для всех элементов заполнены. Мгм. А вот еще насчет форматов. То, что вначале упоминали, что хорошо бы, чтобы предоставляли нативные форматы. А, Вопрос такой, все-таки в задании нужно прописывать передачу информационной модели в нескольких форматах? Ну, получается, что как Мы, рекомендация. мы это рекомендуем. То есть AFC, он в принципе обязательно, он у нас прописан в 614 постановлении. А нативные форматы, если бы я был заказчиком, я бы просил
в среде разработки документа, чтобы потом можно было внести изменения в проект. Потому что, ну, это большая проблема потом заново поднимать в другом программном комплексе, либо другим проектировщикам. А зачастую, ну, у нас почти вся бюджетка, она на повторки, ну, часто заходит. То есть что-то нужно подкорректировать, какое-то оборудование поменять, либо решение там конструктивное, архитектурное будет меняться. Такое бывает. Надо себя постраховать в этом случае. Мгм. Так, а вот если у нас разночтение с SP-333 и заданием на проектирование, что более приоритетно для вас как Ну, экспертиза? смотря какое разночтение. Давайте определим так. На данном этапе мы очень лояльно относимся и к проектировщикам, и заказчикам. Вопрос всегда можно решить. То есть, как это решается? Допустим, меня если что-то не устраивает, я написал, пояснить, исправить, откорректировать. Всегда можно решить вопрос, ну, посредством звонка и диалога. Мы на диалог идем со всеми. Бывают случаи, когда там какой-то специализированный программный комплекс разработки, и, ну, допустим, невозможно там что-то в нем сделать. Ну, что поделать? Из-за этого минусы давать? Ну, нет, конечно. Какой-то Мгм. вариант можно найти, решение проблемы всегда. Если проектировщик в глухую оборону не уйдет. Такие тоже есть, которые начинают спорить, скандалить, иногда даже ругаться. Так, потом еще продолжая вопрос по SP-333, в соответствии с которым модель должна включать все проектных решения. Но если, например, только представлена модель AR и KR, в данный момент допускается ли отсутствие каких-то сведений в модели по требованию заказчика? Например, технологического оборудования нету, там, средств обеспечения доступности МГН. Требуется ли это включить в ЦИМ? Смотрите, требования по составу цифровой информационной модели у нас прописаны в 614 постановлении. Там у нас как написано: инженерная цифровая модель может быть дополнена графической частью. Ой, прошу прощения, результаты изысканий могут быть дополнены графической частью и ЦММ в случае, если это указано в задании либо договоре. И второе, проектная документация разрабатывается в составе, утвержденном Минстроем, и может быть дополнена в задании на проектирование. Требований Минстроя у нас нету. Соответственно, если заказчик укажет разработать два раздела, например, АРКР, ну, я тут не вижу никакой проблемы. Только два раздела разработать. Пока жестких требований нет Минстроя, можно по заданию разрабатывать модель. Мгм. М, мгм. Так, вопросы все идут и идут. Ам, Так, вопрос такой. На нашем предприятии разработан свой тим-стандарт. Подскажите, будут ли замечания от экспертизы по атрибутивному наполнению, если данный тим-стандарт не совпадает с государственными нормами? По поводу своего стандарта, насколько я помню, у нас внесены изменения в технический регламент о безопасности зданий и сооружений, в котором прописано, что, так сказать, подтверждение соответствия может быть обеспечено разными способами, в том числе стандартами организации, если они прошли определенную процедуру. То есть, если организация, ну, у нас же много крупных организаций, монополий, ну, та же Транснефть, либо РЖД, я так понимаю, они могут свой стандарт разработать, утвердить его в Росстандарте и потом спокойно его использовать. Никто не мешает любой организации все то же самое сделать. Вы можете использовать свой стандарт, но при условии, что он должен быть зарегистрирован и утвержден Росстандартом. Если он идет, допустим, вразрез с нормативной документацией,
который сейчас есть. Мгм. Так, а также если поступает объект на государственную экспертизу с формулировкой о том, что ТИМ должна быть в объеме достаточном а, для проведения ОК с требованием ТР и прохождения экспертизы. М, мгм. Так, как будто вырвано из контекста и уже не найти нить. Так, вот такой вопрос тогда. А какое заключение эксперта дает после проверки модели? В заключении как это звучит? И если есть ошибки, то вопрос был про отрицательное заключение. Ну, я понял. Вообще, в принципе, у нас требования к заключению госэкспертизы утверждены приказом Минстроя 341 ПР. В заключении как отображается информация о информационной модели? Это там есть несколько пунктов. Ну, первый это пункт 1.5, это состав предоставляемых сведений. Там мы указываем цифровая информационная модель, номер, дату, ну и какие-то идентификационные признаки. Это пункт 2.12. В нем идет отметка, что проектная документация разработана с применением технологий информационного моделирования. И пункт 3.6. Там идет отметка, что результаты инженерных изысканий разработаны с применением технологий информационного моделирования. Вот. По поводу отрицательного заключения. У нас еще не было случая, когда отрицательное заключение выдано только лишь по ЦИМ. То есть либо положительное, либо отрицательное, но не только ЦИМ там, ну, не до конца доработан. Мгм. То есть и если у вас получено отрицательное заключение, там, ну и ЦИМ не доработано, то будут не сняты замечания, так сказать. Мгм. Ну, то есть, например, если проектное решение корректны, но какие-то атрибутивные данные, не влияющие на проект, ну так, косвенно, да, то будет ли принята документация или будет отрицательное заключение? У нас таких случаев не было. Мгм. И насколько я общался с коллегами из других субъектов, ну, такой практики нету. То есть оно либо положительное, либо там отрицательное, ну, совсем все плохо. Вот так вот. Мгм. Так. м, Были ли у вас случаи, когда проектная документация ВД, ну да, не было, да? То есть то, что сейчас проговорили, что если в ПД сняты все замечания, ЦИМ не доведена до ума, то вот как бы вы поступили в таком случае? Это было бы отрицательное заключение или положительное? Это сложный вопрос. Ну, зависит от того, какие именно Я думаю, там можно найти пути решения. Мгм. Как минимум скорректировать задание застройщика, технического заказчика. Но у нас таких не было случаев, еще раз повторю. Я не знаю, что в этой ситуации будем делать, пока не было таких у нас примеров. Мгм. Такс. Так, если есть задание на информационную модель от заказчика, но экспертиза предусмотрена только достоверности сметной стоимости строительства, Мгм. то в каком случае экспертиза будет проверять информационную модель? Смотрите, если заходит объект только на достоверность, ну, я про нашу организацию говорю, на стадии приемки документации мы откроем модель, посмотрим,
что она от этого объекта. Предмет проверки при достоверности, он отличается от предмета проверки, который идет по технической части. То есть мы откроем исходные документы. Если у вас есть задание на ТИМ, на ЦИМ, мы проверим, чтобы оно в пояснительной записке было обязательно. Накладную откроем, ну, документ, подтверждающий передачу заказчику, и саму модель. А почему мы это делаем? У нас были случаи, когда даже наш постоянный заявитель пытался поддельно ЦИМ предоставить. Причем это недавно был случай, можно даже сказать, комический. Организация проходит экспертизу, получает заключение, не проходит 2 недель, он загрузит новый объект с ЦИМом от того объекта, который он прошел вот недавно. Ну, кого они пытаются обмануть? Я не понимаю, и для чего это делают. Мгм. Ну, коротко, если ответить, если достоверность, мы проверяем, чтобы ЦИМ была от того объекта и исходные данные. Все, на этом проверка наша завершается. На данной стадии вот так вот мы делаем. Мгм. А если какой-то установленный срок проверки и исправления ЦИМ? Это где-то регламентируется? У нас есть внутренний регламент, то есть когда объект заходит, нам, экспертам, выдается определенный срок, когда мы должны подготовить первичные замечания. В этот срок замечания подготавливаются, отправляется письмо ну, заявителю либо заказчику по устранению замечаний с конкретным сроком. И когда приходит повторная документация, у нас также есть срок рассмотрения. То есть, ну, это наш внутренний регламент. Про сроки не буду говорить, ну, я думаю, не особо это интересно, но внутренний регламент есть. То есть нет такого, что объект зашел, и там непонятно, сколько я его смотрю. Нет, все четко регламентировано. Мгм. Так, вопрос про обратный бим. Если ЦИМ является первоисточником для выгрузки ПД, то вывод о несоответствии ПД решения в ЦИМ, а ЦИМ не соответствует проектным решениям. Так, не очень поняла формулировку. М, Ну, давайте начнем с того, что ЦИМ– это ПД в любом случае. Это даже в 87-м постановлении прописано, что такое проектная документация. То есть это текстовая графическая часть, в том числе в форме информационной модели. ЦИМ– это ПД, это не отдельно какая-то мифическая документация. То есть не нужно разделять классическую версию документации от цифровой модели. Мы вот так считаем. Тут еще такой вопрос. В каких случаях не разрабатывается ЦИМ? В случаях, которые не предусмотрены 331 постановлением. Если у вас объект бюджетный, но это объект обороны и безопасности, гостайны, вы не разрабатываете. В случае, если там у нас несколько же моментов, то есть для бюджетных объектов из бюджетов системы Российской Федерации, и были изменения в 331-м, там добавились многоквартирные жилые дома по ФЗ-214 долевое строительство и, вот боюсь ошибиться с формулировкой, индивидуальные дома или малоэтажные, точно не помню. Там все зависит от даты задания и даты разрешения на строительство именно по домам. А раньше, когда не было 614 постановления, оно наступило в силу 1 сентября 2024 года. Был переходный период, когда закончился 14.31, это 1 марта 2023 года до 1 сентября 2024 года. Заказчики ЦИМ в составе ПД могли не разрабатывать. Сейчас этой возможности нету. Она должна быть, но пока нету приказов Минстроя об утверждении состава ЦИМ, объем, тот, который вы хотите видеть ЦИМ, определяет заказчик. Мгм. А еще вопрос, учтены ли в справочниках базовых цен на проектирование затраты на разработку цифровой модели?
Если да, то в каких? Я вам не отвечу, к сожалению, я не сметчик. Мгм. Более подробно это нужно у наших экспертов-сметчиков уточнять. Я только лишь сказал, что у нас были изменения 9 апреля 2024 года, 421 приказ, это методика по определению стоимости, что теперь в смету официально можно включить затраты на создание и на формирование и ведение цифровой информационной модели. То есть там огромные формулы идут, там, в зависимости от объекта, является он особо опасным, технически сложным, уникальным или нет, ну и так далее. От срока строительства объекта. Ну, там много факторов. Мгм. Конкретно не скажу, я просто знаю, что можно включить. И сейчас проектировщики начали это делать. То есть раньше какая была проблема? Проектировщик звонит, говорит, а у нас договором не предусмотрено, мне за это не заплатят. А мы что можем сделать? Мы говорим, ну, разговаривайте с заказчиком, чтобы он хоть как-то вам это оплатил. Мы тут никак ничем не поможем. А сейчас вот такая возможность появилась официально. Мгм. Это уже как отдельная тема даже. Тоже как Да, отдельная да, тема. да. И я знаю, что такая проблема есть, но я тут не могу никакой комментарий дать. Это ну, чисто договорные отношения между заказчиком и подрядчиком. Мы никак на них повлиять не можем. Еще ряд вопросов про линейные объекты. Есть ли у вас опыт экспертизы автомобильных дорог и в каких программных комплексах вы проверяете? Можно ли передавать в экспертизу в формате цифровой модели поверхности объекта? И осуществляете ли м, проверки по нормам? Так, ну, первый вопрос. Заходят ли к нам объекты автомобильных дорог? Да, заходит. Так, дальше. В каком программном Формат комплексе? поверхности, я так понимаю, LentXML формат. Мгм. Не заходили только в IFC. Сейчас у нас на экспертизе объект, автомобильная дорога. Они грузили в формате IFC. Что там было разработано? Там были разработаны решения из раздела ТКР и ну, технологические решения и раздел проект полосы отвода. И в составе дороги еще элементы освещения были разработаны. Но там было задание заказчика, ну, что предусмотреть и какие данные включить. Вот. Как мы проверяем? Ну, открываем документацию в PDF и смотрим, чтобы хотя бы дорога в границах была земельного участка, в которой она разработана. Ну и ширину проезжей части, пикеты проверить, чтобы все правильно были. Ну, сверкой занимаемся, вот так вот делаем. Мгм. В каких программах? Они, по-моему, в Кредо делали дорогу, насколько я помню. Мгм. Ну, открываете вы потом в Larix менеджере, смотрите, измеряете Да, координаты. да, да. Так, такие разношерстные вопросы, то КСИ, то техническое задание. Прям сложно между ними перепрыгивать. Ам, Следующий вопрос про м, КСИ. Заполнять его по МССК или по КСР? Какая у вас рекомендация на этот счет? Так, ну, классификатор у нас размещен на сайте FAO-ФЦС. То есть там огромный экселевский файлик, там есть несколько кодов по классификации. Вот. И те есть, да, и проектировщик Да. такой сидит, что выбрать? Что выбрать? По опыту, как только получают замечания по кодам, удаляется информация. Вот Мгм. так. То есть Понятно. я не подскажу, ну, не готов ответить. То есть они
могут и так принимать. Но Мгм. зачастую не для всех элементов заполняют, либо заполняют неправильно. То есть по группам даже элементов неправильно относятся. Условно там дверь стальная, такой-то код, они дверь алюминиевая применяют. Мгм. Так, потом в разделе ПЗУ не указываются координаты по постановлению 87. Как определить привязку объектов модели? Вы требуете указать координаты в ПД. На каком основании? Ну, я так понимаю, вы сами измеряете их в модели? Ну, как проверить координаты? Я вот в презентации показал случай, никто никого не заставлял. То есть это изначально было в документации. Мгм. Как проверить? Ну, тут встречный вопрос. А как вы правильно привязали ваше здание на местности? То есть у вас исходник же какой-то есть, можно открыть результаты изысканий, как, например, бывает, там указывается. Ну, тут я говорю, такой сложный вопрос. Потом вот сейчас на проверке комплекс зданий больницы, у них там внутренняя эта координация неправильно сделана. Была, сейчас они уже поправили это. То есть, ну, иногда приходится примерно верно искать. В геодезии всегда есть каталог координат геологических выработок. То есть можно по ним примерно верно проверить, правильно привязано, либо нет. Тут в чем основной смысл-то? Заказчики должны понимать, что вы модель не для кого-то делаете, а для себя. Вы ее дальше потом в систему ГИС-АГД будете передавать. А если она неправильно привязана, ну, тут как бы тоже надо как-то контроль осуществлять со своей стороны по этому поводу. Подрядчик вам передаст потом документацию, скажет, а я экспертизу прошел, а там неправильная привязка осуществлена. Мгм. Тут, да, согласен, в постановлении не прописано, что должно быть указано, но как-то проверить это нужно. То есть, если конкретных координат нет, ну, примерно верно проверяем. Мгм. Так, еще вопрос. А вот если нет заданий на проектирование именно по ЦИМ, нет каких-то требований от заказчика к полноте моделей, а, это вообще обязательно, чтобы они были? И если, например, в задании прописать, что модель не нужна, так вообще возможно? Но то, что она не нужна, это неправомерно, это Мгм. противоречит законодательству. Если требований нету, первым же замечанием я указываю разработать, представить требования заказчика. Ну уж если они совсем отказываются, ну, можно сослаться на СП-333. Раз у вас требований нету, то, пожалуйста, разработайте по таблицам приложения D-атрибутивное наполнение. А там, ну, те, кто сталкивался, понимают, что, ну, не требуется такое наполнение. Там просто громадный перечень атрибутов для каждого элемента. Не всегда это требуется. Ну, как-то вот так выходим. Ну, уж совсем отказываться, ну, пишешь замечание, разработать согласно таблице D, точка такой-то, такой-то элемент. Мгм. И после этого замечания почему-то рождаются требования от заказчика. Ну, это не подумайте, что это шантаж какой-то. Ну, если заказчик сам, ну, вы хотя бы определите состав разделов, который вам нужен. Ну, хотя бы вот это. А там уже, ну, будем как-то играть от этого. Перечень элементов, которые вы разрабатываете. То есть заходят два примерно одинаковых объекта. В одном, ну, так, минимальный объем замоделирован, сделано вроде все хорошо. Открываешь второй, там вплоть до снегоуловителя и крепления водосточной системы разработаны. Ну для чего это? Ну, мы лично это не оценим. Ну да, красиво. Но чем больше информации, тем готовьтесь, больше замечаний будет. Каждый элемент нужно проверить, что там заполнено и как. Мгм. Вот еще про план реализации проекта. Тут такой вопрос, а каким образом он к вам попадает, если эксперт не является частью договора БЕП? Если, как вы Заказчик БЕП? сам предоставляет его. У них в Мгм. задании было прописано, то есть основное задание, в котором идет отсылка на задание на ЦИМ,
и на план реализации проекта. Они сами его разработали и представили. Я согласен, что мне как эксперту неправомерно его запрашивать. То есть это какой-то внутренний документ организации, кто, как, что делает. Но вот они предоставили его, я же не напишу исключить из состава, если в задании это прописано. Мгм. Ну, повторюсь, 2 объекта только были с планом реализации. Ну, уже хорошо, на самом деле. Да. Причем второй план, который предоставляли, там прописывалось все подробно, что у какого элемента как что разработать. То есть вот это не нужно, вот это нужно и так далее. И прям много вопросов сразу же снимают к модели. Но тут важное уточнение. План реализации, он был разработан проектировщиком и утвержден, ну, либо согласован с заказчиком. То есть это, ну, весомый такой документ, я считаю. Это точно, да. Требует как минимум времени, чтобы сесть Это, и тоже. да, это потом снимает вопросы, как многие заказчики потом звонят, а я даже не открывал эту модель. А как ты ее не открывала, если ты документы все подписал? Мгм. Но, к сожалению, так. Сейчас, конечно, этого меньше, что они, ну, говорят, что мы не открывали. Сейчас, ну, практически такого нет. Мгм. А КСИ вручную проверяете, если Ну, проверяете? валидацию нет. То есть в Larix есть возможность там, ну, 3 режима: просмотр модели, просмотр параметров и проверка на коллизии. То есть при проверке параметров там по фильтрации элементов, ну, по фильтрации параметров у элемента можно задать параметры проверки, и там уже показывают, для каких элементов заданы эти коды, для каких не заданы. А само наполнение, ну, конечно, вручную. Мгм. Так, ну вот тут вопрос, я лично не поняла, про что он. Подскажите, пожалуйста, как скачать типовую проектную документацию, размещенную в витрине проектов? Я даже сейчас Я не могу вижу. вам посоветовать обратиться в ФАО «Главгосэкспертиза России», которая именно эту витрину создавала. Не подскажу. Я Мгм. так понимаю, что эта вещь нужна, то есть поиск типовой документации, но занимается это ФАО «Главгосэкспертиза». Могу только посоветовать туда обратиться. Мгм. Так, еще написали, что очень интересно и приятно слушать действительно компетентного человека, и благодарят Михаила за проведение такого насыщенного вебинара. Вам спасибо за площадку, что можно свое где-то слово озвучить. Давайте вот последний вопрос возьмем. Вот ваше экспертное мнение про существующие ПНСТ, принятых и проектах. Коротко, пару слов, и будем заканчивать. По жилым зданиям, Да. ну, ам, что можно про него сказать? Это не сухой документ, как, ну, СП, где ни картинок, ни схем. То есть там, на мой взгляд, учли опыт именно проектировщиков и описали те элементы, которые возможно замоделировать, и ту информацию, которую вообще можно, в принципе, внести в цифровую информационную модель. Ам, Ну, в принципе, я, ну, не знаю даже больше, что еще сказать. Пока что, к сожалению, к нам жилые дома не заходили с цифровой моделью. Вот ожидаем. Вроде как собирались, застройщик из Екатеринбурга недавно приезжал, говорил, что скоро 2 жилых дома заведет. Вот будет опыт проверки именно жилых домов в соответствии с этим ПНСТ. Мгм. Ну, насколько я понимаю, предварительный стандарт принят, и по истечении какого-то времени он родится в ГОСТ. Ну, посмотрим. Спасибо, Михаил. Будем Вам держать в спасибо большое. курсе и, может быть, поделимся потом результатами, как это у вас на практике будет реализовано. Всё
Все, тогда всем спасибо, хорошего дня, продуктивно поработали, я считаю. Да, спасибо большое. До свидания. До свидания.